Всем привет, на связи Криптофанат. В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о крайне необычном и прорывном блокчейн-проекте. Сразу скажу, что видео будет больше направлено на техническую часть, а не на финансовую составляющую. Поэтому, если вы ожидали увидеть очередную простую схему по заработку на криптовалюте, о которых я периодически рассказываю на своем канале, то в данном видео этого не будет. Проект называется Канария. Он представляет собой коллекцию из NFT токенов, каждый из которых выполнен в виде коллекционных карточек с изображением уникальных редких птиц. Первой особенностью данных NFT токенов является то, что они работают на блокчейне Kusama Network. Про данный блокчейн я уже делал видео на своем канале, но если вы забыли, то кратко напомню, что Kusama Network — это блокчейн, который изначально зародился как тестовый полигон, так называемая канареечная сеть для блокчейна Polkadot. Однако на сегодняшний день Kusama Network уже сложно назвать тестовой сетью Polkadot, и данный блокчейн является во многом самостоятельной сетью, хотя его кодовая база и совместима с Polkadot. Так вот, проблемой Kusama Network на данный момент является то, что в данном блокчейне нет поддержки NFT токенов. По крайней мере, нет нативной поддержки, как, например, формат токенов ERC-721 в блокчейне Ethereum. Вместо этого NFT на базе Kusama Network могут создаваться только с помощью сторонних протоколов. Одним из таких протоколов является Remark. Довольно интересный и экспериментальный проект, который разрабатывает команда всего из 4 человек, но которая смогла при помощи своего протокола добавить в блокчейн Kusama Network поддержку NFT токенов, системы голосований и обмена сообщениями, а в будущем позволит еще и осуществлять распродажи токенов прямо через блокчейн Kusama Network, а значит и через блокчейн Polkadot и все другие сети, построенные на базе Substrate. И, собственно, проект Канария также разработан командой Remark, как наглядная демонстрация своих решений. Второй важной особенностью Канария является система из так называемых вложенных NFT токенов. Это значит, что каждый незаменяемый токен тут может дополняться за счет других NFT токенов. На практике в проекте Канария это выглядит следующим образом. Вы можете купить NFT яйцо, из которого вылупится уникальная птица, которая будет обладать определенными характеристиками. Но после вылупления птицы вы можете дополнительно уникализировать ее, добавляя ей различные эмоции, атрибуты, черты и так далее. То есть, например, у птицы можно будет менять окрас, оперение, выдавать ей определенные предметы, менять фон и окружение на карточке и так далее. И это все будет делаться через вложенные NFT токены. То есть каждый дополнительный атрибут NFT птицы тоже будет являться незаменяемым токеном. Таким образом, Канария дает возможность не просто купить уникальную карточку, заранее нарисованную художником, но и самому приложить руку к ее уникализации, добавив на нее различные атрибуты. Правда, сделать это будет не так просто, как вы могли подумать, потому что в процессе уникализации птиц от Канария будет присутствовать определенный рандом. Каждый прикрепляемый NFT-атрибут будет добавлять только шанс того, что птица этот атрибут получит. Поэтому иногда может потребоваться добавлять к птице множество атрибутов, чтобы в итоге добиться желаемого результата. Это, как мне кажется, будет способствовать еще большему вовлечению пользователей и сделает Канария больше похожей на полноценную игру на блокчейне, чем те же CryptoKitties, где пользователи по сути могли только покупать, продавать и разводить виртуальных котиков. Однако это все в теории. Будет ли на самом деле проект Канария популярным и успешным, сейчас сказать сложно. Потому что как Канария, так и стоящий за ней протокол Remark — это на данный момент экспериментальные технологии. Однако, если вы хотите присоединиться к Канария и завести себе виртуальную птицу, то полноценный релиз Канария должен состояться 1 июня. А до 30 апреля проходит публичная продажа первых яиц с NFT-птичками, которые, однако, вылупятся все равно не раньше 1 июня. По какой именно цене птицы от Канария будут торговаться после запуска, сказать сложно, но сейчас вы можете получить их за взнос в несколько монет КСМ на официальном сайте Канария по ссылке в описании. Причем цена будет различаться в зависимости от категории птиц – Super, Founder, Rare или Limited.
каждая из которых будет обладать своими особенностями, в том числе и восприятием к тем или иным атрибутам, добавляемыми пользователями. Это все, разумеется, если говорить простыми словами. В описании я оставлю также ссылку на подробную статью от авторов Канария, где будет во всех деталях расписаны механики вложенных NFT и уникализации птиц. Так что при желании вы сможете изучить все самостоятельно. Ну а на этом мое видео подходит к концу. С вами был Криптофанат, подписывайтесь на канал, здесь всегда что-то новое.